Привет, друзья! Это Лена Вик, и я нахожусь в Италии, в Сицилии. Я даже не могу поверить, что это происходит со мной наяву, потому что очень красивое место, аж дух захватывает. И сегодня мы с вами проведем день вместе. Я буду показывать, как мы готовим нашу невесту прекрасную. В этом видео я хочу вам показать, что все возможно. У нас такая замечательная профессия. У визажистов, у стилистов. Мы можем путешествовать по всему миру, делать прически, делать людей счастливыми в их самый важный день. Когда я шла обучаться этой профессии, я даже не думала, что благодаря ей у меня откроются все границы, и я смогу путешествовать, бывать в таких классных местах, красивых, роскошных. Я просто не верю своим глазам, что я здесь. Мы здесь в очень дорогом отеле Four Seasons в Сицилии. Посмотрите, здесь бесплатное мороженое, да, и здесь, обратите внимание, в стиле Dolce & Gabbana, и я вам хочу сказать, что это настоящий дизайн, настоящее производство, все вещи от Couture, от Dolce & Gabbana. Я думаю, вы узнаете этот стиль. Просто невероятно. Когда я это увидела, у меня буквально замерло сердце, дыхание, потому что такой красивый вид, вы только посмотрите, какие здесь домики, просто невероятно. Это что, моя реальность? Девочка, которая выросла в селе Курганской области, сейчас находится в Сицилии, в таком шикарном месте, с замечательными людьми и получает удовольствие от своей работы. Я думаю, вы даже слышите по голосу, потому что у меня слезы наворачиваются, что я смогла. Даже не могу поверить в это, что это моя реальность сегодня. Прически с самого детства были моим хобби, а училась я на техмаше, на инженера. И, наверное, если бы я не рискнула, то я бы работала по специальности. Если вам интересна моя история, то напишите в комментариях, и я сниму отдельный ролик про нее. А сейчас уже день свадьбы, 4 октября 2023 года, и я иду собирать гостей в этот роскошный отель Four Seasons Сан-Доменико. В 14 веке это был монастырь на вершине скалы, поэтому он такой огромный по площади. Здесь очень много комнат и царит атмосфера музея. Это легкий косметический ремонт, чтобы сохранить эту атмосферу древности. Посмотрите на потолок, тут древняя мозаика, точнее то, что от нее осталось, и очень много разных старых картин. У меня по плану 5 гостей, 2 из них с дополнительными волосами, конкретно это бренд Bellamy. Вы можете получить скидку при заказе по промокоду SEN10, ссылки под видео. Самая первая, это мама невесты, она выбрала высокий объемный пучок. Меня часто спрашивают, мне говорят какую прическу или я советую. Когда клиент знает, что он хочет, то 90% я делаю то, что просят. Могу только посоветовать другой вариант, если вижу, что он будет лучше. А если вижу, что девушка понятия не имеет, то уже начинаем подбирать. Смотрим платье, стиль, я оцениваю волосы, и уже постепенно мы приходим к желаемой прическе. Hey girls, check that out. Wow, insane. You like it? Yes. Wow, stunning. А вот и Синада, сейчас она будет делать свадебный пучок. Есть некий спор между визажистами и стилистами, что должно быть раньше, макияж или прическа. Напишите свой вариант в комментариях. Я считаю, что макияж, видите, как хорошо открыто лицо и как удобно визажисту работать с гладко убранными волосами. А если сделать наоборот, сначала прическу, то визажист, чтобы нанести тон, крепит зажимы на волосы, и тут уже больше вероятности испортить прическу. Поэтому самый оптимальный вариант — сначала макияж, а потом прическа. Когда у невесты длинная челка, Синада ее подстригает. Я тоже так делаю, только с разрешения девушки, потому что очень длинные пряди у лица не смотрятся. Лучше их подстричь, либо совсем не оставлять ничего. Для этой прически Синада использует плойку Upgrade, она ей очень нравится.
Я тоже уже несколько лет периодически работаю инструментами этого бренда. Супер скольжение и температура 210 градусов максимум. Подходит для любых волос, только выберите свой диаметр. Самый важный момент – это челка, потому что она обрамляет лицо, и от нее многое зависит. Сенада всегда вытягивает челку на фен. Она использует крупный брашинг бренда Olivia Garden. Это, кстати, мой брашинг, я его очень люблю. И смотрите, какой сразу объем получился от корня. Сразу такая челка, шторка. Осталось только зафиксировать. У нашей невесты Элли будет две прически. Вот это первая, классический пучок, а вторая будет после церемонии. Обязательно смотрите до конца, потому что у нас будет всего лишь 15 минут на смену прически. Это будет очень интересно. А сейчас давайте подсмотрим, как идет подготовка зала для торжества. Здесь уже оформляют декор, настраивают свет и звук для вечернего шоу. Я всегда люблю рассматривать детали, дизайн, декор на свадьбах. Какая здесь красота, до мелочей. Посмотрите, кактусы на столе. Вот это просто невероятно. Настоящие. Очень оригинально. Я еще такого не видела. А здесь ребята настраивают звук. И я слышала, говорят, что это группа Ким Кардашьян. Честно говоря, я не знала, что у нее есть еще и вокальный бизнес. Девочки уже приодели платье, пришло время фотосессии. Всегда так трогательно, когда невеста с мамой. Посмотрите на их глаза. Сенада крепит фату для того, чтобы завершить уже полный свадебный образ. А здесь на фоне вы можете заметить девушек-скрипачек. Посмотрите, у них один стиль платьев. Кстати, здесь у всего персонала, в том числе у сопровождения невесты, у организаторов, одинаковые платья, один стиль. Это так классно, так стильно выглядит, по-моему. Ну вот и все, последние приготовления невесты перед тем, как она выйдет к гостям. Так здорово, когда у нее есть папа, который ведет к алтарю, к жениху. Сенада объяснила ему, что делать. Он подведет невесту, поднимет фату, поцелует и оставит ее с женихом. Все уже на низком старте, все готовы, все в ожидании, и сейчас начнется самая красивая часть свадьбы. Именно этот кадр я помню из детства, как отец сопровождает свою ненаглядную дочь и передает в надежные руки жениха. В детстве мой любимый фильм был «4 свадьбы и одни похороны» с Хью Грантом. Мне, наверное, было годика 4 или 5, и я помню оттуда весь этот свадебный процесс. С самого детства он заложен в мое бессознательное, и теперь я вижу это наяву. Это просто невероятно, как будто у меня случился флешбэк. Такой трогательный момент, смотрите, у жениха потекли слезки, как он растрогался. Guys, your dreams are becoming true in this astonishing occasion. That today you too can make it even more precious. With your beautiful souls, your beaming feelings, and your radiant smiles. На мой взгляд, примерно 200 человек, но я могу ошибаться. Большинство из них прилетело из США специально на эту роскошную свадьбу. Смотрите, все мужчины в черных костюмах и в белых рубашках. Это очень стильно выглядит. But the thing is, we aren't lucky at all. Unlucky at all. We are probably the two luckiest people on this planet to have found each other. It's the type of thing, you know, is so rare and almost impossible to come by that you're certain even the happiest of couples that last a lifetime still don't experience this. Jonathan, you're not just the love of my life, but you are my life. Every single thing about you, even the ones I hate. It's every single adore, because it's what makes you you, and I couldn't change a damn thing about you, baby. Allie, 6 years ago, fate brought us together in the most unexpected way. From that night, my life changed forever. Found my best friend, my confidant, and my soulmate. Promise to always support you, to be your rock in times of happiness and sadness.
promise to be there for you through life's ups and downs and to always remain calm, even when you're yelling at me, because I learned that even when I'm right, I'm wrong. Apparently Google is also wrong. Together we'll create a home filled with love, laughter, and Sunday sauce. Я первый раз на такой огромной свадьбе в американском стиле. Я видела это только в фильмах. Я хочу, чтобы вы это увидели. Смотрите, какой здесь роскошный вид. Невероятно. И вот там идет церемония. Они уже обменялись кольцами. And above all, cherish the promises that you have made to one another. Marriage is not always easy. It's now with a great pleasure and honor that I declare you husband and wife. Только что была церемония, и на самом деле я даже немножко всплакнула, когда они говорили клятвы, потому что это так, прям до глубины души. Yes, let this go now. Don't worry. Don't. Интересно. И я сниму про это видео. Сейчас они сделают фотографии, и мы поменяем прическу. Сейчас будет уже открытые локоны или волна, что-то типа того. Синада заранее подготовила волосы. Это дополнительные пряди. Смотрите, жгутовая накрутка и плойка крупного диаметра апгрейд. Для того, чтобы потом на втором образе мы смогли быстро использовать эти трессы, уже готовые, уже накрученные. А сейчас начинается самое интересное. Невеста пришла, переодела пижамку, чтобы не заморать платье. И смотрите, мы в 6 рук должны за 15 минут сделать уже другую прическу, смена прически. И не какую-нибудь, а голливудские волны. И хорошо, что трессы подготовлены заранее, они уже накручены, поэтому половина работы уже готова. Было тяжело, стресс, но я старалась это не показывать, хотя, наверное, видно по моему лицу, как я сконцентрирована. 3 плойки, и было очень страшно работать, чтобы никого не обжечь, потому что плойки прям плотно друг к другу, и они все горячие, поэтому очень сконцентрированы. Последние прядки у лица Синада уже накрутила сама, потому что все равно у каждого человека свой почерк, и нужно, чтобы последние пряди были как можно более симметричны. Последние штрихи перед выходом в зал. Time for photos and videos. Группа разминается, и все уже на низком старте, потому что прямо сейчас начнется торжество. И уже для вечеринки было решено оставить волосы на одно плечо, чтобы невесте было удобно танцевать. Ну вот и все, день подходит к концу, невеста отправилась праздновать. Если у вас планируется свадьба где-нибудь в Европе, я живу в Польше, в Варшаве, поэтому смогу легко и быстро добраться до вас. И сделать ваш день неповторимым, потому что я и делаю прически, и видео снимаю. В общем, без меня вам точно не обойтись, поэтому буду рада. Пишите мне на e-mail.